Всем доброй ночи. Перед вами тот, который придет за каждым из нас в свое время. Всадник смерти. По-другому эта композиция называется «Или все, или ничего». Значит, продолжаем с вами тему загробного мира. И еще раз прошу всех задавать вопросы под роликом «Мир мертвых. Ваши вопросы». Снято уже 5 месяцев назад. Потому что в другом месте, если напишите, я не увижу. Или увижу, я не отвечу. По той причине, что я не запоминаю, где что было написано. Я просто захожу под этот ролик, читаю, отвечаю. И вопросы, на которые я уже ответила, я, значит, удаляю, чтобы по новой не читать. Еще раз скажу, друзья мои, когда я захожу под этот ролик, я читаю просто вопросы, которые идут друг за другом. YouTube – это такой сайт своеобразный. Он может показать комментарии, которые написали 5 дней назад. Следом может показать комментарий, написанный 3 месяца назад. Поэтому я не сижу и как бы не сортирую. Я читаю, если этот вопрос по теме, значит, отвечаю, идем дальше. И вот так до бесконечности. Поэтому обижаться не нужно. А то мне некоторые начали писать. Вот я 3 месяца назад написала, вы специально не отвечаете. Если бы я хотела специально не отвечать, я бы удалила просто ваш вопрос и все, и не ответила бы специально. Что за детские обиды, что за незрелость? Вот просто я удивляюсь. Люди прям, не мудреют с годами. Итак. Здравствуйте, уважаемый Инга, спасибо за труд и так далее. Так, это я читать не буду. Спасибо, мне тоже приятно. Тут недавно слушала вашу лекцию про вдов, чтобы выйти замуж. Я уже давно вдова. Что я только не делала, ничего не получается. Мне знакомая месяца 2 назад посоветовала кольцо вдовье свое. У меня его уже давно не было. Я покупала новые. Увезли его на могилу мужа и сказала: отпусти меня. Оставила кольцо на могиле, уехала домой. После вашей лекции меня аж жар бросило. Я все не так сделала. Хочу переделать. Получится ли мне ждать плохих последствий? Знаете, вот кто вам дал такой совет, идите у них и спрашивайте. Пойдут, сделают тупость, а потом начинается. Вот мне там сказала одна знакомая, одна женщина там посоветовала. Вы вообще обдумали, подумали, что вы делаете? В некоторых случаях это нужно делать, такое можно делать. Но если вам советует, например, практик, вот она сделала с вами работу и увидела, что вот такое можно оставить кольцо. Иногда на могиле оставляют, но это в редких случаях. Понимаете, не всегда. Иногда оставлять кольцо на могиле – это усилить свою связь с ним. Это зависит от работы человека. Если у вас, смотря какая ситуация, это как при такой боли принимать такое лекарство, при такой боли другое лекарство. Нельзя тоже лекарство применять всем подряд. Поэтому я не могу вам сказать, может, ничего и не случится, может быть, все обойдется. У меня есть ритуал выйти вдове замуж, могли бы посмотреть и сделать. Но если до этого не случилось, значит, обошлось. Хотя люди никак не хотят понять, что вы имеете дело не со своими родными и близкими, понимаете? Их там уже нет. И то, что вы идете к ним, это не говорит о том, что в данный момент его душа пришла и вас слышит. Может, есть активные дни, а может быть, остальное время его там и нет, и не приходит он туда. Поэтому вы поймите, наконец, вы имеете дело с силами смерти. Люди почему-то думают, что вот это такие же их родные, близкие. Можно пойти переночевать на их могиле или сидеть, поесть, попить, поговорить. Нет.
Они ушли, там есть определенные свои правила. Там совсем другие правила. И мертвые, они могут совершенно быть неподвластны над ситуацией. Может, родной человек и не хотел бы вам навредить, но там есть погостная земля, смотря насколько старое, древнее это кладбище, насколько оно сильное, как он может наказать человека. Понимаете, там мир мертвых, там свои законы. Мертвые могут прийти к человеку, если он начинает ходить по кладбищам. Есть у некоторых товарищей такие странные увлечения. Вот хожу по кладбищу, там мне спокойно. Да, тебе спокойно сейчас, но ты вглядываешься в их лица, смотришь, читаешь. Вот бабушка такая добрая, наверное, была хорошая бабушка, там готовила борщ, не знаю, пекла пирожки, а вот сейчас ее нету. А вот девушка там молодая, что-то случилось, может быть, в аварию попала, может, умерла во время родов. Интересно же, смотрите, вглядываетесь в лица, они начинают вами интересоваться, потом начинают приходить во снах, беспокоить, потому что вы заинтересовались ими, а мертвые всегда ищут людей, которые могут что-то передать родным, близким. Иногда они высматривают в толпе, видят людей со способностями. Иногда приходят ко всем, кто ими интересуется. По-разному. У меня, например, во снах все время они приходят. Последние годы постоянно у меня. И раньше была с ними связь, а сейчас она особенно усилилась после 40 лет, когда я чуть не умерла от болезни. И, это такая болезнь непонятная вообще была. И стресс, и все в одну кучу, и просто свалила меня с ног. И открылся вот этот портал, который не закрывается и не закроется больше никогда. И у меня каждая ночь это не просто сон, это чья-то судьба. Вот приходят и показывают свою судьбу. Как они жили, как они ушли. Это можно просто сесть, знаете, и просто, описать вот этот сон. И написать целые романы. Там даже придумывать ничего не нужно. Например, недавно я даже хотела серию такую создать, но передумала. Я думаю, это будет очень много, хотя людям, может быть, будет интересно, не знаю, я подумаю над этим. 2 сна друг за другом, которые очень запомнились из мира мертвых. Первый сон. Рыжеволосая женщина с короткой стрижкой. Миловидная. Не красавица, но миловидная. Она мне сказала: иди посмотри, как я жила и как я умерла. Я пошла за ней, и я вижу, знаете, как становишься свидетелем сцены. Тебя словно не видят, но что-то при тебе происходит. Времена, 30-е годы. Примерно это время. Муж ее руководил каким-то большим предприятием, и по доносу его арестовали. А у нее на иждивении еще маленькая сестра. Родители умерли, и эта сестренка воспитывалась у нее с мужем. Ее родная сестра. Ей тогда было лет 10. И, мужа арестовали, и она в ужасе. Любовь, она такая вещь. И она вот такая сцена. Она пошла и сказала, что якобы эти все подписи вместо мужа ставила она. Что муж об этом не знал, она работала в этом же предприятии. И она приходила, и что вроде бы она провернула все это, а муж не в курсе этого всего был. И что вы думаете? Тогда особо не разбирались. Арестовали ее, мужа отпустили. Состоялся суд, в котором либо она была убедительна, вот суд, она сидит там, либо, может быть, кто-то решил, что лучше ее посадят, чем мужа, потому что это целая цепочка потом открывается. Ее посадили. И она показала меня, то есть мне себя, как ее везут в этом бушлате, в этих условиях. На север ее сослали.
Она там заболела и вернулась через лет 10. И гуляя в парке... Нет, она пришла, ей сказали, что квартира... Вернулась в дом, в квартиру, и сказали, что бывшие хозяева уехали давно, продали квартиру, там новые люди. Устроилась уборщицей работать, жила в общежитии и случайно увидела своего бывшего мужа и сестру, которые радостные шли, под руку вели маленького ребенка. И она все поняла. Она поняла, что ее использовали, что ей не писали, что они не интересовались. И никто не пытался ее оттуда каким-то образом спасти и как бы освободить. И она все поняла. Они ее узнали, но не подошли к ней. И через некоторое время из-за пережитого стресса, из-за различных болезней, которые она получила на этой ссылке, она умерла. Ее нашли через несколько дней. Она мне показала, я не знаю, почему она мне показала. Она сказала: зовут меня Галя. Я жила в Ростове. Вот, Ростов. Миловидная, красивая женщина. Мне ее стало жалко, понимаете? Для меня они живые. Это я к тому, что мир мертвых настолько... Ну вот если он узнает, увидит в человеке вот интерес к нему, интерес, то есть к этому миру мертвых, больше не отцепится. Если вы представляли на секунду, что во мне вообще внутри меня целый мир, сколько информации, сколько всего, вы бы просто поняли, почему мне скучно в мире людей. Мне действительно скучно. Там совершенно другой мир, и мы между двух миров существуем, можно сказать. Мы, да, физически здесь мы люди, тут убираем, чистим, у нас дом, кошки, собаки и так далее. Но мы не материалисты. Вот я учу людей хорошо жить и считаю, что я тоже хочу жить хорошо. Да, я не хочу нуждаться в чем-то, ходить. И если я хочу кому-то помочь, я тоже должна более-менее нормально жить, чтобы суметь и себя обеспечить, и кому-то помочь. Но сказать, что я, как вам сказать, материально вот на этом тронута, нет, наверное, поэтому у ведьм нет зависти к другим, потому что они такой богатый мир духовный видят и знают. Я уже говорила, вот это и есть верующие люди. Я и есть верующий человек. Верующий и религиозные разные вещи. Человек может соблюдать все религиозные обряды, праздники и так далее, но куска хлеба никому не даст. А может, там курящий, пьющий, матерящийся, но верующий, он верит, что есть определенная сила, он верит, что надо делать добро, что это правильно, так надо жить, понимаете? Вот я верующий человек, я верю, что есть мир духов, я верю, что за хорошее мне полагается награда, что если я что-то неправильно сделаю, обязательно накажут, и это не раз было. Пока ты не уменьшишь и пока ты не начнешь контролировать себя, свои чувства, действия и прочее. И второй удивительный такой, но это даже невозможно назвать сном, это не сны. Это они приходят, и меня просто перемещают в их миры, и там показывают то, что хотят мне показать. Две женщины, тюркчанки. Сарая ее звали, и Ануш. Тюркчанка и армянка. Вот, неправильно сказала. Что удивительно, дружба двух женщин. Живут в Стамбуле. И я поняла, что это век XVI. Почему? Потому что говорили про Ивана Грозного, что грозный царь на Руси сейчас. Царь Иван. И они показывают мне рынок рабов в Стамбуле. И говорят, иди за нами и посмотри. Женщины небогатые, среднего достатка, наверное. Одетые просто. Стоит мужчина средних лет. Они здороваются с ним и называют его по имени Махмуд Бей. А рядом с этим Махмудом стоит мальчик. Темненький такой, но глаза голубые. Такой испуганный, но в цепях.
И они говорят: мы собрали то золото, которое ты нам сказал. Отдай нам этого мальчика. Но почему-то он либо передумал, либо решил еще больше, наверное, денег заработать, видя, как они усердно хотят его купить. Он отказал им. И тогда одна из них говорит: ну, позволь хотя бы с ним попрощаться, раз уж ты не продаешь его. Он позволил. И вот та, которая из сарая, подходит, обнимает его и говорит: не бойся, сынок, сегодня ночью ты будешь свободен. И они уходят. И я вижу, как выводит человек этого мальчика, выводит из какого-то здания, получает золото. И эти женщины кидают на него, значит, материю, надели как женщину, обмотали его. Так, кстати, веками делали. Под женской одеждой спасали мужчин. И забирают к себе. Потом лодка стоит. И подходят к этой лодке. Точно так же платят этому лодочнику. И он его переводит, значит, перевозит там Босфор, скорее всего. Ну, я не могу сейчас утверждать, море. Перевозит к кораблю. Ну, если Стамбул, то Босфор. Золотой Рог называется. И одна из них поворачивается и говорит мне. Говорит это, я когда говорю, они не на языке каком-то говорят. Ты подсознательно понимаешь, что они тебе говорят. Они говорят: знаешь, кто был этот мальчик? Я говорю: нет. Это сын атамана. Мы его спасли. Вот если когда-нибудь увидишься с кем-нибудь из них, скажи, что прапрадед, значит, атамана войска Донского был спасен нами. А зовут нас Сарая и Ануш. А его звали Алексей. И вот, ну, как бы это все исчезло. Вот вы представляете, вот каждый раз через себя пропускать вот просто четко вот судьбы, как фильм смотришь, тебя куда-то приводит. Для чего они это хотят? Наверное, чтобы я рассказала, чтобы люди узнали о них, что вот такие люди когда-то жили. Может быть, благодарили в душе этих людей за их хорошие поступки. И, как вы знаете, какая-то энергия идет этим душам. Так что там совершенно иные законы, и не надо никогда, не зная, что и как, лезть туда. И у непроверенных людей брать какие-то ритуалы, работы, чтобы они не обернулись против вас. Вот видите, рассказала все-таки эти непонятные видения, даже с нами их назвать невозможно, потому что это не сон, это просто видение. Ты уходишь в иной мир. Да вообще сон сам по себе – это уход нашей души в иные миры. Не зря говорят, что спящий человек все равно, что мертвый. Это же не из-за того, что он глаза закрыл, а потому что его душа не находится там, внутри его тела. Он путешествует. Просто тело живое, и душа возвращается назад. Это не состояние смерти, но это уход души. Вот понимаете, ментально оно остается, тело живое, бьется сердце. Поэтому, когда человека будете, он не сразу глаза открыл и понял, где он, что он. Иногда он не понимает, что происходит, кто я, где я. Потому что душа его должна вернуться плавно назад. Итак, здравствуйте и так далее. Хотела бы рассказать два события. 22 октября 2024 года был необычный день. Пару дней до этого я и моя мама замечали, что погода какая-то не осенняя. Шутили, что второе бабье лето, что ли. Ну и 22-го мы ехали на машине от врача и видели на небе черные полосы. Одна на левой стороне, другая на правой. Как будто это дорога на небе. Еще удивились, что это может быть. Проезжая
К дому я увидела на небе ступеньки, прям как четко образовалось женское лицо. Солнце было очень яркое на улице. А в чем здесь вопрос именно касаемо мира мертвых? Очень много раз я могу привести и показать, как на небе вырисовываются и объятия влюбленных, и поцелуи, и лошади. Это нормально. Это иногда оптический обман, иногда иллюзия, иногда действительно так, иногда какие-то приметы. Вот после этого что-то происходит. Ну хорошо, дальше. Вечером в 21 час мне написала моя мама, что бабушке моей плохо. Она потеряла сознание. Мой дедушка быстро позвонил маме, чтобы она приехала. Они положили бабушку на диван, и она потихоньку приходила в себя. Мама писала, что уже все хорошо. Улыбается, смеется. Мой дедушка, когда увидел все хорошо, сказал, что пойдет на балкон покурить. И в этот момент бабушка сказала, что хочет встать, и надоело лежать. Когда она попыталась встать, у нее случился приступ. Язык начал западать. Потом мама позвонила в скорую. Скорая сперва не хотела приезжать. Сказали, если дышит, то нет повода выезжать. Замечательно, скорая, конечно. Как мне потом сказали, они уговорили скорую приезжать. Я не выдержала, побежала к бабушке. Ну, в общем, пульс появился, но ее позже привезли в больницу. В больнице уже сказали, что она умерла. Это было все так быстро. До сих пор я не могу понять. Жду, как это трудно. Хочется узнать, если она счастлива. Хотя бы была пару минут, когда мы с ней прощались. Давайте вот все. Я не хочу. Давайте по теме, пожалуйста. Ну, увидели лестницу. Может быть, это связано с тем, что у вас бабушка должна была уйти в небеса. Ну, это так условно говоря. Но это настолько не имеет вообще смысла здесь об этом говорить. Как она себя чувствовала, что она ощущала. Ну, я не считаю нужным сейчас тревожить души и расспрашивать. Если она жила правдивой, нормальной жизнью, то ничего плохого с ней не случилось. Это не к месту, понимаете? Я здесь обсуждаю именно конкретно все, что касаемо смерти, ухода, видения после смерти, или, имеется в виду между смертью, да, так правильно звучит, и прочее. И это совершенно иные темы, не будем отвлекаться. Так, дальше. Так, в детстве каждый год мы гостили у бабушки с дедушкой. Жили они в частном секторе окраине города. Между нами и соседями участком было старое кладбище. Там уже давно никого не хоронили. Могилы были заброшены, заросшие. Дед пас на нем кур и нас заставлял. Также все лето ели ягоды, фрукты со своего участка. Но я думаю, что, скорее всего, под ним тоже раньше было кладбище. Скажите, пожалуйста, как можно почистить себя? Но я уже сказала, что я вам дам этот ритуал. Вы рассказывали, что нельзя делать детям. Мой старший сын, ему 13 лет, в детстве постоянно качался, ударялся об спинку дивана. При этом очень много болел. Сейчас болеет меньше, но очень сложно с ним. Поставили диагноз. Какой-то так, друзей нет, выходить из дома не хочет. Неспокойно, хочу ему помочь. Но эта тема не для вот этого обсуждения. Это совершенно иное. Это медицинский диагноз, это может быть психологическая травма, может что-то. Я не могу сейчас обсуждать вот это все здесь. Вы спросили, можно ли это делать. Я вообще считаю, что если... Понимаете как? Если по одной теме я уже ответила, по той же теме еще раз написать вопрос, но уже сказано, нельзя на кладбище ничего кушать, ничего срывать, ничего забирать, ничего поднимать. Уже было сказано, правильно? Но вы продолжаете тот же самый вопрос задавать. Можно ли было так делать? Нет. Так. У меня вопрос, пожалуйста, если можно. Если не по теме, простите. Но если вы чувствуете, что не по теме, зачем задаете? Вот тоже интересно.
Если не по теме. Извините, мне вот я задам вопрос, вроде бы не по теме, но все-таки извините, но ответьте. Ну ладно, сейчас посмотрим, по теме или нет. Моей младшей внучке 5 лет. Когда моя дочка кормила ее грудью, очень испугалась, потому что на нее смотрели глаза не маленькой дочери, а глаза взрослого человека. Потом и я увидела то же самое в глазах моей внучки. Я, честно говоря, испугалась. На меня смотрели совершенно другие черные глаза. Вот недавно захожу в ванную, смотрю на себя с зеркала и опять вижу не свои глаза, а черные глаза. Потом вспомнила эти глаза, они мне казались то мамины, то бабушкины. Они оба были черноглазые. Объясните, пожалуйста, что за явление. У вас с дочерью очень богатая фантазия. Потому что дети, когда смотрят, когда кушают грудь, ну, так назовем это слово, у детей меняется взгляд. Дети вообще... И цвет глаз меняется у детей маленьких. Часто бывает так, что родился голубоглазый, но иногда смотришь как-то коричневые глаза, потом опять. Это идет определенный процесс взросления внутри организма по-разному. Я вообще не... Вот я посмотрела в зеркало, мне показалось, что там черные глаза. Не по теме. Проехали. Прежде всего, примите слова благодарности за ваш труд. Спасибо большое. Так, у меня вопрос. Это началось, когда моему сыну было 5-6 лет. И тогда приходила в гости ко мне моя сестра очень часто, и он орал, лежа под кроватью, что его туда кто-то тянет. При этом, если приходили другие люди, такого поведения не замечала. Естественно, я ругалась, говорила, не придумывай. И так повторялось довольно часто. Я думала, что он таким образом привлекал к себе внимание. Сейчас, будучи уже взрослым, сейчас ему 20 лет, он говорит, вот ты мне не верила, а это была правда. Меня под кровать тянул кто-то черный с красными глазами. Звучит как-то невероятно и маленький, он постоянно боялся спать один. Подскажите, пожалуйста, что это может быть, детские фантазии или, может, правда какая-то сущность? С вашей сестрой кто-то приходил. Если ребенок реагирует именно на приход какого-то конкретного человека и начинает кричать, что ему, значит, плохо, ну, вначале, конечно, все думают, что там ребенок ерундой занимается, но потом, ну, вы должны понимать, что если ребенок действительно боится после этого, его трясет, что его страх не поддельный, не фантазия, не выдумка, это означает только одно, что конкретно с этим человеком приходит в ваш дом сущность. Кто-то прицепился к этому человеку, человек, может быть, и не виноватый, знать не знает. Но всегда, когда он приходит, кому-то в доме становится либо плохо, либо после его ухода вы ссоритесь, либо ребенок плохо спит, хотя вроде человек положительный, ничего плохого не сделал. Но очень может быть, что вот, ну, может, где-то сделал какую-то ошибку, может, на кладбище неправильно себя повела, нацепила на себя эту сущность. И приходит к вам, вот в вашем доме он активизируется, потому что там ребенок маленький, потому что дети маленькие видят мир духов, они еще этой бытовухой не заглушили свое видение. И поэтому, когда она приходила в ваш дом, вот ребенок эту сущность видел, он активизировался и начинал пугать ребенка, чтобы забрать энергию. Понимаете, эти сущности, они как вампиры, как человек-вампир. Например, определенные люди что делают? Вот заходят куда-нибудь в какое-нибудь сообщество сейчас в интернете, предположим, напишут какую-нибудь гадость. Ну вот самолет упал, например. Вот зайдет кто-нибудь под ролик и напишет, вот так и надо, очень хорошо, супер, я очень рад, побольше бы таких новостей. Вот такую вот гадость напишет. И что делают люди? Гневные комментарии. Урод моральный, как можно, как, кто тебя воспитал, какие вы все твари, как вот зайдете и напишете. Пишут, гнев, там, злость изливают люди, ну, справедливой. А он питается этим всем. Он читает, как он довел людей до трясучки, как разозлил. И он вот это все читает и кайфует. Он
питается этой энергией, хотя вы далеко находитесь, но вот ваш гнев, ваше возмущение очень хорошо питают таких людей. Они этим живут, и в семьях есть такие люди. Они должны всех довести до трясучки, и спокойно потом им хорошо. На работе есть такие люди. То есть везде есть такие существа, которые должны довести. Есть матери, которые доводят своих детей до трясучки и питаются их энергией. И поэтому вот эти вот силы, эти духи, они тоже питаются энергией. Есть, ну, если так, скажем, примитивно их разделить, хорошие и плохие, да, положительные и отрицательные. Вот положительные духи, они питаются энергией радости, они дают эту радость и берут вот эту энергию, вот это вот счастье. А отрицательные духи, они питаются страхами людей, гневом, болью людей. Поэтому они, вот, схватил ребенка, начал тащить, ребенок испугался от этого крика, от ужаса, от вашего крика, от ругани в доме. Эта сущность питается, все. Она ушла с этой сущностью. Вот этот дух, темный дух, он взял как бы свою порцию корма, грубо говоря, наелся и счастливо ушел с ней. И вот каждый раз приходит и будет питаться. Вот смотрите, в одном доме, например, дети. Кто-то боится спускаться в подвал, что-то мерещится, что-то видит. А может быть, действительно спустится, там свет выключится, картошка скатится куда-нибудь, еще что-нибудь. И вот с криком выбегает, боится, не идет туда. А второму ребенку пофигу. Он даже увидел, свет выключился. Ну и что? Выключит, включит, еще раз пойдет. То есть первый питает страхами эту силу. Поэтому как только он проявляется, то есть он появляется там, сразу эта сущность начинает давать о себе знать, чтобы питаться. А второй не питает эту сущность никак. Поэтому как бы он там не пытался что-то там делать, да, как там, а сейчас не страшно, да и не страшно все, и вышел. А над вторым у него власти нет, потому что его все эти причиндалы и фокусы его не пугают, все. Точно так же ночью, может быть, шкаф откроется, закроется, один человек проснется, посмотрит, открылось, закрылось. Что за херня, блин? Дайте мне спать, ну вас. И захрапел. А потом думает, наверное, показалось, может, во сне я... Даже если увидит, что она полуоткрыта, сделает вид, что ничего не... Да и все, ну и пускай, может, и открылась, не знаю. А второй ночью встанет, свет включит, позвонит родным, может, из дома вообще выйдет, испугается. Понимаете, и чем больше он будет пугаться, чем больше он будет трястись, тем больше оно будет происходить. Я поэтому и говорю людям, что когда у вас в вашей жизни что-то происходит, не бойтесь этого. Включите хладнокровие. Если вы начнете этого бояться, вы это усугубляете. Ну, все что угодно. Ну, например, проверки какие-нибудь или еще что-нибудь. Как только вы начинаете бояться, вы начинаете питать. Каждая отрицательная программа в этом мире, каждая отрицательная вещь, там, намерение, оно обладает определенной силой, как персонализации. Вот как, например, в магии материализуют каждую сферу человеческой жизни, болезнь, лихоманки их называют, да, лиходейницы, лихорадки, сестры, 12 сестер лихоманок, там такая-то, такая, огне, горе и так далее. И вот все аспекты человеческой болезни, там пухлея, значит, гнидея перечисляют, их персонализируют. Бедность персонализируют. Ах ты там нищебродка, несчастная, бедная, значит, горемычная, пошла вон. Вот точно так же любая иная отрицательная программа, которая насылается на человека, ну, что угодно, там позвали его на ковер, там отчитать, поговорить, вот это вот разборка, разговор, ругань тоже имеет свою, значит, свою персону. И она питает вот эту энергию. Если вы испугались, вы его усиливаете. Это как
зверь, который голодный, никакой там ребра торчат, знаете, он дрожит от голода просто, у него сил никаких нет. Если вы ему не кинете кусок мяса, он с места встать не сможет, но он на вас рычит, он хочет на вас напасть, но вы знаете, что у него сил нет, вы его не боитесь, потому что он слабый. Но если вы кинете ему кусок мяса, он поест это мясо, сил наберется и кинется на вас. То же самое отрицательные эмоции, страхи питают все эти отрицательные программы, которые идут в вашу жизнь. В любом качестве. Как измена, там, страх, еще что-нибудь, то есть какие-то происшествия и прочее. Это все тот самый зверь, который пока еще скалит зубы, но у него нету сил на вас напасть, но он уже тебя пугает. И твой страх, твоя внутренняя трясучка, твоя неуверенность – это то самое мясо, которое ты кинешь ему, и он поест, наберется сил и тебя сожрет. То же самое все эти темные духи вокруг. То же самое, вот когда людям начинают, ой, мне там порчу наводят, может, ничего никто и не делает, может быть. Но человек уже так надумал. Мне одна женщина написала, что мама там всю жизнь таскала их по каким-то бабкам, потом отца, потом их уже внуков. И она рано умерла и была не в себе. То есть человек вся вот в этом варится, понимаете? И вот она прям кайф испытывает, что все такие-то, все вот эти суки ходят на меня, что-то читают, делают. Это, с одной стороны, перед ее глазами ее показывают какой-то особенной, да, какая-то... Ну, просто так же не будут на тебя ходить, порчи делать. Ты такая вся важная, что кто-то на тебя что-то делает. Может, действительно делают. Но к этому надо адекватно подходить и это убирать. А когда человек просто вот эти делают, вот там не так посмотрела, точно мне порчу делает. Там батюшка на меня что-то там не так посмотрел, наверное, мне порчи делает. Понимаете, это уже безумие, это уже сродни шизофрении, и это очень страшно. Так что не питайте свои страхи. Вот ваш ребенок, не понимая этого всего, питал эти страхи, и он усиливался. Так что не обманывал он вас. Он действительно это видел. И именно в тот момент, когда сестра приходила. Не в сестре дело, но к ней кто-то прицепился. Она у вас не болела, сестра, постоянно? Вот спросите у нее. Так. Здравствуйте, Инга. Сейчас живу во Франции, в древнем городе. Эти старые города во Франции населены духами. Постоянно происходят странные вещи. Кажется, что уже попал в мир мертвых. Или на большое кладбище. Как будто в этих местах больше мертвых душ, чем живых. Итак, что-то у меня тут... Ну-ка, сейчас, подождите. Все. Пока не забыла, скажу, почему так. Вообще во всех церквах любой, скажем так, направленности, будь это православная церковь, баптистская церковь, католическая церковь, там, протестантская, неважно, сконцентрировано, собрано огромное количество некротической силы, мощи, да, вещи ушедших людей, там, пояса и так далее. Далее, иконы старинные, которые отданы, и хозяев уже нет в живых. Но у католической церкви это намного раз больше. Католическая церковь не просто так одно время, значит, возвела в сан святых саму смерть, Санта-Муэрте. Потом ее, конечно, запретили, но, сами понимаете, то, что ушло в народ, оно ушло, и все. И Санта-Муэрте до сих пор есть и поклоняются. Католицизм, он в основном был у народов, которые поклонялись просто смерти и всему, что связано со смертью. Католицизм насаждался
понятно, что всякая религия насаждалась без особой радости для народа. Но католицизм особенно насаждалась кровью. Но свои местные традиции люди не забыли. Тот же Чили, Венесуэла, Мексика, Аргентина. Мы уже не говорим про Испанию и прочее. Если вспомнить инквизицию, то же самое, да? Сила смерти получила огромное количество жертв себе. Людей, которые были не согласны с политикой церкви католической. Значит, реформы, разделение на протестантскую, англиканскую церковь, да, и прочее. И кроме всего прочего, ужасные эпидемии, которые уносили миллионы жизней в Европе когда-то по вине антисанитарии и много других причин. И эти все мертвые, которые складывались в этих катакомбах Парижа и других городов, то есть люди не захороненные. Считается, что для того, чтобы душа успокоилась, либо отдать надо огню душу, либо земле. Воде нельзя отдавать. И нельзя просто вот так класть друг на друга черепа, кости и прочее. Если учесть, сколько в католических храмах есть различных катакомб под этими церквами, в которых, значит, сложены те же кости времен этих эпидемий. Есть даже один храм, там полностью из костей все сделано, не помню, как называется. То есть вы понимаете, да? Конечно, кости, мертвые, кладбище. Мы все живем на костях, ничего не сделаешь. Один слой человечества уходит, приходит другой слой. Но должно пройти определенное время. Когда проходит определенное время, оно уже безопасно для человека. Вот 3-4 слоя сверху человек может жить. Все, души ушли, прах стал землей полностью, все закончилось. А там, вот почему говорю про Европу, что Европа место призраков, привидений. А там просто эти все незахороненные останки во всех этих катакомбах. И пока они там есть, конечно, их хозяева этих тел и этих костей будут бродить, потому что они не нашли покой. Теперь прочитаем дальше. Просто я объяснила, пока не забыла, почему этот феномен, почему так происходит. Больше всего и чаще всего 3 страны в Европе, в которых очень много этих порталов, этих черных дыр, временных разломов, где время протекает по-другому. Часто человек теряется в своих кварталах, не может найти дом. Частые видения. Ощущение иногда, что, знаете, вы смотрите такую замедленную киноленту, как в фильмах голливудских. Прям, и это длится доли секунды, потом все обратно на свои места, как будто все так и было. Это в основном Франция, это Италия, Римская империя, в котором миллионы людей в этих колизеях было убито. И, значит, Испания. В Германии это не так сильно ощущается. Может быть, потому что древние германцы взаимодействовали с силами смерти, и они как-то, их энергия, наверное, привыкла к этому. У них культ смерти был очень силен. А вот в этих странах очень часто такое бывает, и часто такой вопрос задают. Итак, продолжим. Кажется, что уже попал в мир мертвых. Или на большое кладбище, как будто в этих местах больше мертвых душ, чем живых. Конечно, живых несколько миллионов, а мертвых миллиарды. Итак, сплю ночью, рядом спокойно спит муж, вдруг
сверху моего одеяла, как будто меня кто-то сильно обжимает с ног до головы или обнимает. Либо как будто положили сверху еще одно одеяло весом 50 килограмм. А моя голова начала мелко трястись, как будто бы я ее положила на стиральную машинку в режиме отжима. Даже зубы зацокали. Я не испугалась, но с усилием проснулась, и все прекратилось сразу. Ночью в дверь мне иногда стучат, где бы я ни ночевала. 2 года назад трижды в 3 часа ночи постучали. А поскольку это было общежитие, а я врач, то я вскочила, открыла дверь, думая, что кому-то нужна помощь. За дверью никого не было, но был включен свет, который включается на движение в коридоре. Человек бы не успел так быстро убежать, если бы кто-то решил пошутить. Когда в другой раз, полгода назад, в другой квартире мне посреди ночи постучали 5 раз, я уже не открыла. Человек бы позвонил в звонок. Зачем стучать? Когда вам стучат, ну, мало ли, может, действительно соседи или что случилось. Если вам стучат ночью в дверь, ну, обычно ночью или вечером происходит, ну, или днем, вы смотрите, что никого нет, скажите следующие слова, только не перепутайте. Говорите: вчера приходи. Не завтра, а вчера приходи. Ну и от стука в дверь я давала и работу. Что надо делать, чтобы такие стуки прекращались. Это беда стучит. Я уверена, что после этих стуков были неприятности в жизни. Оно предупреждает, если вы его впустите, обязательно что-нибудь случится. У нас так в общежитии во время, студенческие годы постучали ночью. Девочка пошла открывать. Я говорю: сначала смотри, кто там, или спроси. Она говорит: да это наши, наверное. Открыла, там никого нет. Закрыла дверь. Я говорю: ну вот теперь ждите ночью сюрпризы. Какие сюрпризы? А вот такие. Тушили нас всю ночь, били. Садился кто-то на нас сверху. Она впустила кого-то. И этот кто-то просто зашел, и все. Другой раз, значит, как мне сказала одна из них, меня не было уже, я заканчивала, мне не нужно было оставаться, я экзамены сдавала. Она сказала, что опять постучали, что она полусонная. Пошла дверь открывать и увидела мужика, который молча прошел внутрь. Она подумала, что это муж кого-то из наших. Думает, что-то он ненормально так пришел. С утра мы все спим, не одеты особо. Ну ладно, может быть, там что-то надо передать своей жене. И говорит: я закрываю дверь, оборачиваюсь, чтобы спросить, чей муж. А его нету. Он такой, говорит, средних лет, мужчина такой симпатичный, зашел просто. И что вы думаете? Опять на следующей ночь их мутузили, били, душили. Не надо открывать никогда, если там никого нет. Поэтому, когда видео, например, смотрим из Европы, иногда говорят, что ой, да ёкало мене, что-то у нас в России такого нет, у нас спокойно живем. А у них там какие-то там то духи летают, то еще что-нибудь. Потому что основные видео вот такие, они из Европы. Именно по этой причине. Что там очень много неупокоенных душ. Культуры у нас разные, понимаете, как бы мы ни говорили. Европейцы, европейская интеграция, фигня все это. Мы с вами азиаты. Мы и для них азиаты, и для себя азиаты. Были, есть и останемся азиаты. У нас другое представление о смерти. У нас, например, не будут люди спокойно жить, зная, что в катакомбах там черепа и так далее. Давно бы потребовали это все вынести и похоронить. А у них нет. Они не считают это каким-то важным действием. Ушли люди, умерли, что теперь, что здесь такого? То есть это уже никакой ценности не представляет для них, и они не обращают на это внимания, а зря. У нас тоже есть это все, естественно. Просто у нас люди к этому относятся спокойно. У нас знают, что если человек умер,
до 40 дней придет, попрощается, что дома будут скрипеть, никто не кидается снимать на видео. У нас знают, что домовые есть, ходят, что там переворачивают. У нас отношение к этому совсем иное, спокойное. Наверное, потому что с детства нам говорили, что это нормально. И у нас вот такого количества неупокоенных душ нет, потому что у нас немножко, не немножко, а очень даже у нас культура совершенно иная. Культура похорон, культура упокоения душ и так далее. А там отношение к этому совсем другое. Вот поэтому там такое намного чаще возможно, чем здесь. Все, друзья мои, я считаю, что на сегодня достаточно, потому что большой ролик получился. Еще раз напомню, что вопросы должны быть под роликом «Мир мертвых», не в другом месте. Под другими роликами игнорируется, потому что я это не запомню, чтобы собрать воедино и отвечать. Пишите там, где положено. Всем удачи!